Всем привет! В этом видео речь пойдет о реверсивном стемпинге гель-лаками. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Всем приятного просмотра! Реверсивный стемпинг обычными лаками – процесс трудоемкий и занимает немало времени. Порой для того, чтобы слайдер с дизайном хорошо просох, понадобится 10-15 минут. При создании реверсивного стемпинг-дизайна при помощи гель-лаков процесс сушки слайдеров заметно сокращается. Если вы только начинаете заниматься стемпингом, посмотрите на моем канале несколько видео, думаю, они для вас будут полезными. Ссылочку на эти видео я оставлю в описании. Как я уже говорила в своем прошлом видео, в данной технике многое зависит от плотности и пигментации гель-лака. Что можно сделать, если у вас жидкие и слабо пигментированные лаки? Капните на палитру несколько капель гель-лака и оставьте так на 20-30 минут. За это время лак немного загустеет и станет более плотным. Пигмента в лаке, конечно, больше не станет, но за счет плотности пигмент в гравировку пластины ляжет плотнее. Соответственно, рисунок получится немного насыщеннее. Если у вас есть сухие пигменты, добавьте их в свой гель-лак. Смешайте на палитре несколько капель гель-лака с пигментом. И вы сразу заметите, как изменится плотность и пигментация вашего гель-лака. На мой взгляд, густыми гель-лаками намного комфортнее создавать стемпинг-дизайн. Расходуется гель-лак очень экономно, вам не нужно после каждого переноса рисунка с пластины на штамп очищать пластину и скребок. Для тех, кто привык делать стемпинг обычным лаком, придется исключить несколько машинальных движений и скорость переноса рисунка со штампа на ноготок. Посмотрите, сколько гель-лака осталось на скрапере, хватит для создания еще нескольких рисунков. Также хочу обратить ваше внимание на липкий слой, который имеют некоторые гель-лаки после просушки. Думаю, вы замечали, после снятия липкого слоя на салфетке остается немного пигмента. При использовании такого гель-лака в стемпинге нужно учитывать, что после просушки рисунка на штампе поверх рисунка образуется липкий слой, в котором присутствует немного пигмента. Поэтому с ноготка, на который переносится такой рисунок, лучше снять дисперсионный слой. Так вы получите четкий, не смазанный рисунок. Ну а я тем временем перехожу к созданию реверсивного стемпинг-дизайна гель-лаком. И тут все намного проще, чем вам могло показаться. Убираю скрапером лишний лак, переношу рисунок на матовый штампик и тут же помещаю штампик в лампу на 30 секунд. Хочу напомнить, что липкий слой у нас сейчас с вами образовался на поверхности. Теперь начинаем раскрашивать наш рисунок, периодически просушивая лак по 5 секунд в лампе. На прозрачном штампе раскрашивать рисунок будет сложнее, так как гель-лак будет быстро растекаться. Поэтому для реверсивного стемпинга гель-лаками лучше подходят матовые или забафенные штампики. Чем тоньше будет слой гель-лака при раскрашивании, тем эластичнее будет слайдер. Раскрашивать рисунок гель-лаками одно удовольствие, так как в отличие от обычных лаков они быстро не сохнут. Но вот что в итоге у нас получилось. На поверхности чувствую липкость, именно она и поможет нам приклеить рисунок к ноготку, поэтому с ноготка липкий слой я снимаю. Теперь аккуратно и, главное, не торопясь переносим рисунок со штампа на ноготок. В данном случае не нужно быстрым перекатом переносить рисунок. Дайте липкому слою хорошо закрепиться на обезжиренной поверхности. Для меня очень неудобно переносить рисунок с матовой подушечки на ноготок, поэтому и в этот раз я рисунок перенесла криво. Не судите строго, в данном видео моей задачей было показать один из способов создания реверсивного стемпинга гель-лаком, поэтому дизайн переделывать не стала. Если рисунок более цельный, его можно аккуратно снять пинцетом с матовой подушки и перенести на штампик с прозрачной подушечкой. Для меня разместить рисунок с прозрачной подушечки на ноготок намного проще. Сквозь прозрачную подушечку хорошо видно, как лучше разместить рисунок на ноготке. Через пару минут маникюрными ножницами подрезаю лишнюю пленочку, перекрываю дизайн двумя слоями топа и все, дизайн готов. Я ни в коем случае не утверждаю, что данный способ самый лучший и простой. Как по мне, для того, чтобы освоить все способы создания стемпинг-дизайнов, нужно время, терпение и практика. Какими лаками делать стемпинг-дизайн, решать только вам. Я всего лишь поделилась с вами одним из способов. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, поддержите меня пальчиком вверх. Именно так вы помогаете развитию данного канала. А я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!